Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам об ушедшем в историю Омском приборостроительном заводе имени Козицкого. Его история началась в 1853 году, когда летом на первой линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге немецкие промышленники Сименс и Гальски открыли мастерскую по ремонту телеграфных аппаратов. Мастерская быстро развивалась и вскоре была преобразована в завод. В 1922 году он получил имя Козицкого в честь большевика, устроившего там революционную ячейку. С начала Великой Отечественной войны завод был эвакуирован в Сибирь. Первый эшелон с оборудованием Ленинградского электротехнического завода имени Козицкого прибыл в Омск 3 августа 1941 года. Оборудование разместили в недостроенном здании педагогического института, в помещениях кинотеатра, складов, музыкальной и лыжной фабрик. В рекордно короткие сроки, через 56 дней после прибытия первого эшелона, завод начал выпускать минометы БМ-37, но основной продукцией предприятия в годы Великой Отечественной войны стали знаменитые танковые радиостанции 10РТ, которые существенно улучшили связь в танковых войсках. После окончания войны часть рабочих вернулась в Ленинград, остальные продолжили работать на Омском заводе. До начала 1960-х основной продукцией завода была военная техника и средства связи. Затем предприятие освоило выпуск товаров народного потребления, создало развитую социальную сферу. В 90-е завод начал производство радиоприемных устройств 4-го поколения. Было налажено производство популярных радиостанций «Карат». Говорят, в самый расцвет завода там работало около 8 тысяч человек. Пропуска хранились в кабинке охранника. Получить его можно было, нажав на соответствующую механическую кнопку, которых там было огромное количество, для каждого работника своя. Пропуск выпадал из ячейки, и охранник, сверив фамилию и фото, отдавал его в руки. По приходу в цех нужно было положить его в специально отведенную ячейку. Таким образом, пропуск находился в руках только по пути от проходной до рабочего места и обратно. На весь рабочий день помещение с пропусками запиралось табельщицей. По окончании рабочего дня открывалось. В корпусах предприятия располагались цех печатных плат, цех по сборке телевизоров, цех по ремонту станочного оборудования, инструментальный цех, цех гальваники и очистные сооружения, механический цех и еще много разных видов производств. После развала СССР заводу стало тяжело поддерживать здание в связи с тем, что продукция, которую он выпускал, стала никому не нужна, и рабочие места стали сокращаться. Вскоре некоторые цеха прекратили свою работу, а вот здание отапливать и обслуживать нужно, и в начале 2000-х завод продал одно из них за бесценок. 2008 год для работников начался не очень радостно, их больше не вызывали работать на новогодние каникулы. Началась первая волна сокращений, уволили многих пенсионеров. У завода был свой дворец культуры. В этом же году там была ликвидирована библиотека, которая насчитывала несколько тысяч книг. Библиотека не закрылась, она переехала на второй этаж завода управления, но основную массу книг негде было хранить. Книги были разные, много было по марксистско-ленинской тематике, много по техническим темам, и многие из них ждала судьба макулатуры. Здание тогда решило занять Министерство здравоохранения, так как у завода не было средств содержать его. Сегодня это здание в полном запустении. – 2009 год тоже не сулил ничего хорошего. Предприятие старалось брать сторонние заказы, казалось, все хорошо, но в 2010 году начались массовые сокращения. В 2011 году завод вошел в госкорпорацию Ростехнологии. Основной заказчик, Министерство обороны, снизило число заказов, и завод оказался не в лучшем положении. Завод делал розетки и вилки,
другие нужные мелочи в хозяйстве. Но еще в 90-е, а теперь уж и подавно, все это с лихвой ввозится из-за рубежа. Под конец у завода остались производственный корпус на улице Чернышевского и здание завода управления. Остальные корпуса были проданы. На баланс муниципалитета были переданы заводские и детские сады и Дом культуры. В июле 2018 года завод окончательно закрыл двери своей проходной. Последним работникам было предложено перейти на телевизионный завод. Те, кто отказался, были сокращены по соответствующей статье Трудового кодекса. Почему же закрыли завод? Одной из причин являлось дублирование производства в одном городе. Одно и то же изделие выпускалось сразу на 2, а то и 3 предприятиях. Поэтому все давно понимали, к чему все это идет, и неожиданностью закрытия не стало. Разговоры о слиянии шли с начала 2010-х. Было предпринято несколько попыток объединиться. Зарплата на предприятии была одна из самых низких в регионе. Оборонная промышленность, засекреченные производства для военно-морского флота, которые были на заводе, уже давно исчерпали себя. По сути дела, завод перебивался случайными заказами, которых и так было мало. По теплым воспоминаниям бывших работников, завод имени Козицкого отличался от всех производств. Там была совсем другая атмосфера. Народ более доброжелательный и грамотный, интеллигенты, всегда готовые прийти на помощь в сложной ситуации. Возможно, сыграло роль то, что завод приехал из Ленинграда, и людям через поколение заводчан передались эти качества взаимоуважения, трудовой поддержки, безусловным обменом опыта. К тому же, помимо работы, были многочисленные турслеты, поездки за город за счет профсоюза, всего и не перечесть. И эта аура была там все это время. И в наше время, проходя или проезжая мимо еще не снесенных корпусов, на заводчан находит ностальгия, какую ни одно рабочее место им не принесет.